Вы всю неделю отслеживали, что и сколько вы едите. Старались есть из маленьких тарелок. И уверены, что съели калорий меньше, чем потратили. Сегодня полные надежды встали на весы и ничего. Или даже еще хуже, чем ничего. Набрали 200 граммов, которых не было неделю назад. Да что ж такое в самом-то деле? Что с вами не так? Здравствуйте, меня зовут Ирина, мне 60 лет, и я худею. За полгода похудела на 8 килограммов без диет и сверхусилий, не превращая жизнь моей семьи в ад, а свой рацион в лист салата. Обо мне, о системе маленьких шагов и о том, в какие 4 ловушки я попала, когда приняла решение худеть, можно посмотреть здесь. Я собрала информацию, разобралась и готова максимально просто рассказать о сложном. Человеческим, а не специально научным языком. Но опираясь на строго научные доказанные факты. Рассказать вам, что не так. Или, может, как раз все так, как и должно быть? В этом видео мы поговорим немного о том, для чего запасаем лишний жир, что происходит в организме, когда мы начинаем худеть, какие из гормонов наши главные враги или, может, наоборот, друзья, зачем нужны бабушки и что делать нам, дамам возраста осознанной красоты от 45 лет и выше, если мы все же хотим сбросить лишние килограммы. Также сегодня в программе «Как разогнать метаболизм после 45 и надо ли его гонять?». Ну и я подведу итог своей недели, которой я придерживалась этих простых, но очень эффективных 5 привычек, чтобы сбросить праздничный привес. Женщина. Сексистское мужское изобретение под названием «эволюция» подло испортило нам существование, налепив жира именно в те места, где мы не хотели бы его видеть. Чтобы лучше понять, как ведут себя жировые клетки и чего от них ожидать, давайте сделаем очень короткий экскурс в доисторические времена. Наш организм формировался в условиях, где такого понятия, как трехразовое регулярное питание, не существовало. А главной биологической задачей наших ну вы поняли, бабушек, было выносить, родить и выкормить ребенка. Даже если еды временно нет. Дефицит случался гораздо чаще, чем изобилие, но мы же не умеем, да и тогда не умели ставить беременность или лактацию на паузу. Выключить кнопку, когда голодно, и включить обратно, когда нерасторопные мужчины наконец-то добыли нам мамонта. Ребенок должен был выжить любой ценой. Выносить беременность и родить удавалось тем женщинам, которые могли достаточно долго кормить плод и малышей за счет ресурсов собственного организма. Таким ресурсом и стала жировая ткань. Наш вид выжил, потому что счастливицы, которые в сытые времена могли быстро накопить побольше жира, не расходуя этот стратегический запас на ерунду, и сохранять свои жировые депо при любом стрессе, не судите строго, зеркал и весов в те времена не было, умели забеременеть, продержаться 9 месяцев, родить и выкормить детей. И передать им свою успешные гены. А стройные особи, каковыми мы с вами стремимся стать, реже оставляли потомство в те суровые времена. Ага, вот вы меня и поймали. Я обещала рассказать, как все-таки начать худеть женщинам после 45 и, похоже, увлеклась совсем другой темой. Ну, при чем тут деторождение? В те времена 45 лет – это уже бабушка. И никакой эволюции нафиг не приснился ее жировой запас ради репродуктивной функции. Иначе у нас никогда не было бы климакса. Все, свое биологическое предназначение я выполнила. Пора худеть. Как бы не так. В менопаузе жир – это ресурс для выживания самой женщины. Ну и кому нужна была женщина, вышедшая из репродуктивного возраста? Зачем ей было выживать? Только лишний род, который надо было кормить. И вы опять ошибаетесь. Мы вплотную подошли к тому, что в биологии называется гипотеза бабушки. Родить и выкормить мало. Чтобы передать гены следующим поколениям, надо пережить детство и, в свою очередь, войти в репродуктивный возраст. Конечно, я думаю, детство в те времена было несколько короче, чем сейчас. И вряд ли тогда 20-летняя дитятка сидела за компом, а мама с бабушкой подставляли ему поднос вкусности и уносили грязные тарелки. Но все же лет 5, может, где-то 10 точно надо было ребенка кормить и защищать. А репродуктивная женщина продолжала рожать и выкармливать малышей. И тут на сцену выступали мы, бабушки, еще полные сил, с кучей свободного времени и накопленного опыта, как выживать и ухаживать за младенцами. Ни книг Монтессори, ни интернета тогда не было, так что бабушки – это был ценнейший банк знаний. Представляете, были времена, когда дети нас слушали и не отмахивались, как от устаревшей заезженной пластинки, ничего не понимающей в современном мире. В племени, где были такие бабушки, женщины и дети выживали чаще и передавали гены следующим поколениям. Гены тех самых бодрых, несгибаемых бабушек, сумевших выжить и помочь выжить своему потомству.
Если вы, как и я, чувствуете в себе несгибаемые гены выживания, поставьте лайк. Посмотрим, сколько нас здесь собралось. А без жирового депо это было невозможно. И хотя такого великого практического смысла в наших жировых запасах давно уже нет, хотя это не совсем так. Жировая ткань производит такие необходимые нам в менопаузе эстрогены. Но что такое какие-то несколько столетий в сравнении с 300-тысячелетней историей Homo sapiens? В современном мире еда доступна постоянно, физический труд минимален, а стресс – не отсутствие еды, а растущие цены. Но наш мозг, как древний надоевший дед, продолжает вздыхать о старых добрых временах, когда мамонты были вкуснее, и делать жировые запасы на случай неизбежного голода. Времена изменились, но биология осталась прежней. Наша внутренняя сигнализация устарела на 300 тысяч лет. И вот вы стоите на весах после недели, а то и 2 ограничений в еде и, может, даже, ужас, спорта, а весы предательски показывают плюс 200 граммов. Да что же это такое? Как заставить древний мозг отдать распоряжение избавляться от ненавистных жировых запасов? Вы думаете, вы боретесь с лишним жиром? Вы вступили в конфликт с самым эффективным и упрямым главбухом в мире. И у него и на вас, и на эти запасы совсем другие планы. И он привык побеждать. Не переключайтесь, ваше противостояние только начинается. Давайте заглянем в святая святых нашего тела, в центр управления, а именно в бухгалтерию, где древний мозг ведет подсчет ресурсов нашего организма. Там мы сейчас можем наблюдать настоящую панику, потому что древний дед обнаружил, что баланс-то не сходится. Внезапно расходы энергии начали превышать доходы, о чем ему сообщил с жирового склада ослабевший гормон лептин. Лептин постоянно подает сигнал мозгу. И если сигнал ослабевает, это значит, что возникла угроза нехватки энергии. И первое, что делает мозг, как любой честный главбух, запирает дверь на склад, чтобы ни одна жировая клетка не смогла просочиться мимо охраны. Всем работникам, системам организма рассылается сигнал: «Внимание! Грядет голод, готовьтесь к режиму выживания». Но давайте на минуту отвлечемся от наших производственных проблем и посмотрим в микроскоп. С едой мы получили 3 макроэлемента – белки, жиры и углеводы. Все 3 необходимы для строительства клеток нашего организма. Когда еды поступает больше, чем организм может потратить для жизни, он начинает делать запасы. Белки – это отдельная сложная тема, забудем про них пока. Посмотрим на углеводы. Глюкоза – продукт расщепления углеводов – это энергия. Когда углеводов поступает избыточное количество, прежде всего избыточная глюкоза пополняет аварийные запасы в печени и мышцах в виде гликогена. Но это очень скромное небольшое хранилище, которое быстро наполняется, и тогда избыточные углеводы начинают преобразовываться в жир. И в виде жировой ткани оседают под кожей, на животе, в боках, попе и прочих разных местах. Ну и во внутренних органах брюшной полости в виде висцерального жира. Жиром, поступающим в избыточном количестве, еще проще. Он идет прямиком в жировые запасы, ему даже и преобразовываться особо не надо. Это наше стратегическое энергетическое депо. Наш главбух, главная задача которого не дать нам умереть от голода, довольно потирает руки. Наши прекрасные женственные формы сформировались, и склад этот бесконечен. Запасливый главбух всем излишкам найдет место. Итак, готовность номер 1. В нашем производственном триллере появляется экстренная гормональная бригада в составе адреналина, кортизола и инсулина. Первым по тревоге поднялся адреналин, гормон немедленного действия. Его задача – обеспечить энергией жизненно важные системы организма во что бы то ни стало. Для этого у адреналина есть полномочия вскрыть аварийные запасы гликогена в печени и мышцах, чтобы высвободить глюкозу. Глюкоза из печени поступает в кровь, а мышцы получают разрешение использовать собственные резервы. Гликоген – самый быстродоступный резервуар энергии. Адреналин дает всплеск энергии и быстро уходит. Это пожарный. Залил пеной и уехал. Гликоген из аварийных запасов расходуется вместе с водой. 1 грамм гликогена связывает 3-4 грамма воды, поэтому за пару-тройку дней наш вес может даже уменьшиться на пару килограммов и также быстро вернуться обратно с новыми аварийными запасами и водой. Так что это еще не похудание. Режим выживания – это стресс. Независимо от того, чувствуем мы его или нет, но стратег кортизол начал свою работу.
Его задача – поддерживать стабильный уровень глюкозы для жизненно важных структур и при необходимости перевести экономику организма в режим строгой экономии. Кортизол, в отличие от адреналина, работает в долгую. И как надолго он задержится и будет мешать вашим планам, зависит от того, насколько реальной сочтет угрозу главбух. Вернемся к нашему триллеру. Кортизол снижает чувствительность к инсулину необязательных для выживания департаментов и цехов, чтобы не тратить на них драгоценный запас глюкозы. Инсулин обеспечивает проникновение глюкозы в клетку, открывает шлагбаум, чтобы глюкоза смогла проехать внутрь. Именно его чаще всего обвиняют во всех грехах, склоняя направо и налево пресловутую инсулинорезистентность. Но эндокринологи утверждают, что клинической инсулинорезистентности у большинства людей с лишним весом нет. В большинстве случаев речь идет об инсулине как об участнике режима выживания. Кортизол не дает инсулину полностью поднять шлагбаум в клетках, необязательных для выживания тканей нашего организма. И основной поток глюкозы проезжает мимо, обеспечивая приоритет тем, без кого мы немедленно умрем. Это отделы мозга, отвечающие за поддержание жизни, нервная система и эритроциты. Поэтому в стрессе мы с вами можем хуже соображать, и память тоже может ухудшаться. Сложные когнитивные функции временно отходят на второй план. Если главбух сочтет ситуацию критической, он включит режим строгой экономии, снизит базовый уровень расхода энергии и даже поддержание жизненных функций начнет обходиться нам дешевле. Ну не подлянка ли? Именно тогда, когда наша сознательная цель, к которой мы стремимся, тратить энергии как можно больше, мы начинаем тратить ее меньше даже в покое. Эх! И вся эта экстренная бригада будет очень убедительно склонять вас немедленно поесть. Ставьте лайк, если вы тоже зверски хотите есть в начале диеты и забываете, что вы хотели сделать еще буквально пару минут назад. Итак, адреналин и кортизол повысили уровень глюкозы в крови, и инсулин работает не покладая рук, сохраняя безопасный уровень сахара и открывая глюкозе доступ к клеткам, где ее ждут. И выполняет строгое распоряжение главбуха, выключает ферменты, которые расщепляют жир на стратегическом жировом складе. Главбух нервно подсчитывает доходы и расходы, удерживая стратегический жировой запас под надежным замком. И пока он не убедится, что тревога ложная, что никто не лишает его притока необходимых макроэлементов и не даст команду «отбой», вы хоть что делаете? Любые ваши попытки разогнать метаболизм, начать бегать по 10 километров в день, перейти на одноразовое питание, отказаться от всего, что вы любите, каждый день взвешиваться и расстраиваться, будут только поднимать уровень кортизола и, следовательно, ухудшать ситуацию. Главбух не снимет замок со склада. Это период адаптации вашего организма к новым условиям. И это нормально. На вопрос, что со мной не так, есть только один правильный ответ. С вами все так. Этот период может длиться до 4 недель. У женщин после 40 лет постепенно снижается уровень эстрогенов, что ухудшает чувствительность тканей к инсулину и лептину. То есть тревога может включиться раньше, а выключиться позже. Но все же основную роль здесь играет не возраст, а ваш базовый уровень стресса. То есть насколько вы тревожны по жизни и как сильно ваша обычная жизнь наполнена стрессом. Насколько хорошо вы спите и есть ли у вас печальная история диет, метаболические качели. Более того, этот период может продлиться и дольше, если вы не дадите снизить уровень кортизола и продолжите беспокоиться и пытаться ускорить события. Ну хорошо, а 200 лишних граммов на весах – это что? Я же снизила количество калорий. Наш вес на весах – это не только жир. Это сумма 5 компонентов – жир, мышцы, гликоген, вода и содержимое желудочно-кишечного тракта. Так что небольшое колебание веса в период адаптации – это вода, гликоген и ЖКТ. Ваши главные друзья и союзники в этот период – умеренный дефицит калорий, регулярность питания, стабильный режим, отсутствие метаболических качелей, то есть чередование жестких ограничений с пищевыми запоями, а также спокойствие и качественный сон. Как у вас с пищевыми запоями, кстати, бывает? Напишите в комментариях. Если вам интересно, я сниму про это отдельное видео. Умеренная физическая нагрузка тоже уместна, особенно если до этого вы не ставили рекордов в спортзале. А вот весы в этот период скорее враг. Постоянное взвешивание усиливает тревогу, а тревога – прямой сигнал для организма, что ситуация небезопасна. Не ставьте вашего главбуха перед необходимостью защищаться от неминуемой катастрофы.
Убедите его, что голод вам не грозит. Тогда кортизол постепенно снизится, инсулин перестанет доминировать, гормон лептин начнет подавать более четкие сигналы, и жировые запасы смогут понемногу начать таять. Вам помогут не давление и сверхусилия, а спокойствие и стабильность. И первые изменения вы заметите не на весах. Может уменьшиться отечность, если вы к ней склонны. Слегка сдуться живот за счет воды и гликогена, и понемногу ослабнет навязчивый голод. Это знак, что организм перестает защищаться. И только после этого становится возможным уменьшение жира. Если вы хотите узнать, как именно я договорилась со своим главбухом, подпишитесь на канал. Мы здесь как раз учимся худеть без войны с собственным телом. Ну а мне эти 5 полезных привычек помогли прекрасно, поскольку я начала худеть уже относительно давно и период адаптации мной давно пройден, мой главбух не впал в панику и без разговоров отдал 400 граммов за неделю из набранных мной 700. Но я не расслабляюсь, потому что знаю, что впереди меня еще ждет плато. Чем меньше килограммов осталось сбросить, тем сложнее это сделать. Но это тема для другого разговора. До свидания.